И здрасте вам снова. Заехала вот такая красавица тройка. Сейчас узнаем, какой год, какой пробег. Беда у нее такая. Ограничение заряда. Машина заряжается исключительно до 27%. И пишет, что все, я заряжена, запланируйте обслуживание. Я так думаю, что это вопросы к батарее. Сейчас Андрюха проводит поверхностную диагностику. Не, И вот, будем принимать решение. Что у нас там за ошибка, Андрюха? Battery management detected possible states imbalance. Разбаланс, да? Разбаланс А бак. пишет сколько разбаланса, то я не увидел. Не? Это либо сервис плюсе можно, либо он не проще локи подключить, чтобы я тогда посмотрю по ячейкам. Ну что, подключаем локи. Майстер сервіс Електро вітає вас. Зачекайте хвилинку. Андрей производит подключение к разъему диагностики. Вот так его Тесла определила в такое место. Так, и вот Андрей подключился. Сейчас мы уберем свет, убрали. Так, Это сейчас еще не прогрузилось. не прогрузилось. Здесь должно быть. Аутодиразбег показывала? Или еще Ну, нет? я хочу ячейки увидеть конкретно, какая просажена. Понял. Вон. Так, первая 3,87. Третья. Видите, защита у Тесла срабатывает на данный момент по верху. Она пишет, что заряжена. Но у нас есть вот вопросы, вот вопросы. Сейчас все загрузится. Первый. Так, вот вам это все видно. И итог, сколько у нас разбег получается, показывает? Ну, 3,8, 4,04. 3,89, 4,04. Я просто не хочу сейчас закрывать, чтобы... Я понял. Так, сейчас приглашаем хозяина машины, показываем. В общем, ситуацион такой. Либо меняется батарея в сборе, либо ищем такие элементы, тестируем, проверяем по емкости. Это время. Это время, это попробую найти. В общем, очередная долгая песня. Ну вот теперь Андрей разбирает на тройке салон. А делается это для того, чтобы снять батарею. Вот такая конструктивность в тройке. Ну, надо, значит, надо. Разбираем и снимаем батарею. Продолжается работа по данной тройке. Все-таки красивая машина, цвет, сочетание. Пацаны, смотрите. Машина. И вот, чтобы снять батарею, вот это Андрей подкручивал всякие накладки, патрубки и так далее. Американская земля. Ну ладно, давайте пройдем. Да, подойдем сейчас с вами к батарее. Вот она разобранная. Начинается разбираться данная батарея. Пентхаус Андрюха уже разобрал. Сейчас тут есть прикольные разъемы, которых он очень сильно любит. Но это надо все делать. Батарея это будет резаться. Она клеенная. Когда-то я уже снимал видео, как она выглядит. Ну, посмотрим еще разок. Самое главное, чтобы элементы не подвели. Потому что искать потом целый вот этот длинный блок, ну, я вам скажу, то еще удовольствие. Продолжаем. Разобрал Андрей батарею. Вот у нас проблемный модуль. Поставил на него, сейчас попробуем дотянуть. Цель наша подзарядить его. Напоминаю, я раньше показывал эти BMP-шки, которые стоят родные, но они рассчитаны, скажем так, на очень-очень идеальные модуля. Где-то какой-то провал, и все. Они, ну, реально, я вам говорю, они не справляются, потому что здесь минимальные токи.
Поэтому Андрей поставил дотянем. Потом у нас будет пауза. Как там решат, 3 дня, неделя. Машина будет стоять, модуля будут стоять в покое. И уже будем смотреть, есть ли внутренний разряд, нету. Если внутренний разряд, это беда. Когда-то была такая машина, модуль искали необходимой емкости долго. Я что-то не помню сколько, но что-то около месяца искали. Приезжал один, второй, мерили, в итоге что попало. Закончилось тем, что хозяин купил новую батарею. Давайте вместе подержим кулаки, посмотрим, повезет ли на этой батарее. Продолжаем дотягивать. Идет проверка. Так что 100 милливольт, да? Дотянуть надо. Что это по времени у нас примерно? Не знаю. Ну, примерно. Может, день. Ну, просто на День? выходные я выключу. Потому что, Ну, нельзя, да, оставлять. Опасно. Ну, вот пока А потом будем разбираться с этим. данная батарейка дотягивается до нужного напряжения. Приехала следующая тройка. Сейчас Андрей начал ей заниматься. Питание такое. Не хочет работать вот эта камера боковая. И подушка безопасности. Чего-то показала ошибку. Ну, не подушка, а ремень. Ремень безопасности, да? Понял. Сейчас Андрюха будет сиденье снимать, да, Андрюха? Ну, если не получится, фишку дернем. Сиденье буду снимать, если получится. Так делать. В общем, делать будет что-то важное и нужное. Намерился Андрюха этой батареи. Поставила батарея, скажем так, в покое. И вот этот первый модуль. И вот этот 4-й модуль дают саморазряд. С этой батареей уже ничего нельзя сделать. Конкретно с этими модулями. Начинаем вместе с хозяином данной машины производить поиски данных модулей. Но из практики я вам скажу, что это заканчивается поиском целой батареи. Здра-Майора называется. Как только найдут, продолжим видео. Так, поставила батарея уже 2 денька. И смотрим, что у нас по саморазряду. Вот Андрюха проверяет. Ну, было 3,97, 9,8, сейчас 3,97 и 7. Она 20 тысячных вольта упала. Для сравнения берем, сравниваем эту. Здесь то же самое, даже чуть больше. Ну, я сравниваю, просто проверяю прибор. Получается, на вот этой ячейке падает, на соседней не падает. Есть у батареи саморазряд. Если человек хочет для себя, то надо менять палку. Ну, потому что долго она не будет работать. Балансировки в этом... А так ранее нормально, да? Плюс-минус. Какая? Вот так. Да, скорее всего, тоже То садится. же самое. Теперь проверяем 4-ю. Ну, тут там сколько, 20 было сотых. Здесь садится где-то 10 сотых. 10 сотых. Ну, получается... В общем, есть саморазряд. Да. И там же еще есть третий элемент, который тоже падает. Все, короче, я говорю. Ну и вот клиент по тройке принял такое решение. Данную батарею пока оставляем в подвешенном состоянии. Куда он ее будет там девать, не знаем. Нашел он бэушную батарею. Ее должны привезти. Будем подкидывать на машину, смотреть ее состояние. И дальше уже поедет машина, либо опять поиски батареи. Потому что бэушка, она всегда бэушка. Ждем батарею.
Центральная манипуляция, просто гидравлический стол, который тут хлопцы освободили. Он нужен для установки потом на тройку донорской батареи, а эту ставим на такой стол, и клиент уже будет сам с ней определяться. Вот приехала батарея БУ, клиент сам ее нашел. Будет тройка с батареей. Ожидаем. Сейчас вот должны визуально сначала сделать осмотр, потом будем подсоединяться и проверять. Тройка пока ждет. Занимается сейчас батарея, которую привезли, донорскую. Здесь, Андрей, а чтобы не подшивать БМС-ку поменять, правильно? Ну, хозяин попросил, да. Хозяин попросил поставить его БМС. Сейчас Андрюха разбирает пентхаус. Итак, сейчас разъем Андрей будет менять, потому что здесь другой разъем. И будем снимать БМС. Сейчас Андрей проверит БМС-ку родного. И та, что приехала на донорской. Нужно, чтобы все номера сошлись. Нормально? Ну как, основной номер такой же, типа добавочный, типа, ну это, ревизии. Угу. Ну, если не зайдет, то вот. Понял. То есть методом научного тыка, да? Не, ну по номеру оно ну, основной номер попадает. Хорошо. Номер ревизии. Сейчас Андрюха проверяет напряжение по батарее. И что у нас? Нормалек? Сейчас, ну просто проверил, что сейчас мегера пробью. Нормуль? Не ноль. Растет. Андрей занимается Теслой, батарейкой. Приехал вот такой вот коммерческий транспорт. Люди приехали на ТО. Сейчас посмотрим, что мы снизу имеем. Итак, взял Андрей вот такой вот инструмент, согласно ГОСТу. Для чего он нужен? Он сейчас будет ставить пирофьюз, но на нем 110 вольт. Вот поэтому нужно трохи разрядить. Теперь проверяем. Что у нас? А что, лампочки горели, что ли? Лампочка не хочет работать?
Все, можно ставить. Уже 20 толще, чем 160 volt. Итак, тут надо сбросить напряжение. И у вас есть примерно минута, да, Андрюха? Ну, не знаю. Ну, в районе минуты, я так думаю, то что была пауза у нас. И напруга опять появилась. Поэтому сейчас сбрасываем. И нужно успеть поставить Пирапьюс вот такой. Ну, еще высоковольтные разъемы отключаем, и уже рост напряжения, ну, через БМС оно не заряжает эту цепь. Уже напряжение не растет. Можно спокойно браться, чтобы не вкусяло. Я ее пока Пирапьюс не поставлю, померить-то не могу. Ну вот сейчас вот как раз. Сейчас Андрюха проверит общий вольтаж батареи. Тут соединять надо? Нет? Просто взять вот здесь. Тута и тама. Берем тута и тама. 336 вольт. 336. Дождалась тройка своей батареи. Смотри там, чтобы эти пластмассы не за... Наоборот! Ай, в обратную, я... Произошла свадьба. Батарея на месте. Сейчас убираем гидравлику, и Андрей будет пробовать запускать машину. Какой? Ну что, я думал, сейчас уже будет запускать тройку. Но проводку нужно со старой батареи. Сейчас Андрей ее будет снимать. Вот эту вот проводку. И будем перекидывать на тройку. Ну и вот эта проводка. Торжественный перенес на другую батарею. Идет последнее приготовление. Сейчас Андрей заливает систему антифриз, включит прокачку, и будем готовы отдавать машину клиенту. Вот такой вот попадос
Свежая совсем машина, а батарея все.